Это MacBook Pro 13. А теперь это офигительный MacBook Pro 13. Если вы подумали, что это какой-то специальный рисунок или гравировка, нет, все намного проще. Это специальная наклейка от достаточно известной компании на Западе, которая называется Debrand. В наших краях про нее не очень знаю, тем не менее я уже не в первый раз заказываю от них наклейки на свои устройства. В свое время я уже заказывал подобные наклейки на телефон, например, на iPhone 11, а также у меня есть наклейка на AirPods, вот так вот они выглядят, достаточно прикольно. И вот пришла пора для MacBook Pro, которым я пользуюсь, к сожалению, не могу его так вот достать, как телефон и наушники, потому что я на него записываю звук. Но, в общем-то, вот так вот он выглядит. Давайте сначала кратенько расскажу про саму компанию Debrand, потому что обычно в видео, когда видят подобные наклейки, спрашивают, что это такое, а потом уже поговорим про опыт использования самих наклеек на MacBook Pro. Итак, компания Debrand, как я уже говорил, достаточно известный бренд на Западе, и если вы смотрите западный техноблогерский YouTube, то знаете, что она финансирует достаточно крупные каналы, например, такие как MKBHD, Jerry Rig Everything и многие другие. Компания делает наклейки для всевозможных устройств, таких как телефоны, ноутбуки, наушники, игровые приставки для разных брендов. Единственный момент, они делают наклейки в основном только для флагманских устройств. Ну, понятное дело, это Apple, Samsung, Huawei, OnePlus. И, например, если вы хотите наклейку на Xiaomi от Debrand, то, к сожалению, таких попросту нет, хотя очень бы хотелось на самом деле. Если говорить про стоимость, то наклейки для телефонов стоят примерно 13-14 долларов, что, как по мне, не очень дорого за подобный продукт на самом деле. А вот что касается ноутбуков, то там стоимость начинается уже от 40 долларов. Это на самом деле, ну так, дороговатенько. Есть множество вариантов всевозможных наклеек, а также можно собирать собственные вариации из разных цветов и типов наклеек. Что касается меня, то я покупал не обычную версию, а лимитированную. Это касается и телефона с AirPods, то есть это самая первая лимитированная версия от Debrand. А вот что касается MacBook, то это уже вторая лимитированная версия, которую они выпустили через полгода после вот этой вот. И посмотрите, в каком офигительнейшем конверте приезжает наклейка для Mac. Это просто что-то нечто. Хочется, блин, ее вырезать и повесить на стенку, настолько она прикольная. Вот, реально очень жалко ее выкидывать. Я подумаю, что с ней делать, может быть, просто сохраню на память. По поводу того, сложно ли клеить подобные наклейки. Если вы с этим никогда не сталкивались и вообще смотрите со стороны, то думаете, ну, вроде бы ничего сложного. Но на самом деле это офигеть как непросто, и потому что нужно сделать все один раз и точно. Если ты совершишь ошибку хотя бы где-то на миллиметр, либо на 2 градуса, все получится вообще не так. Но благо у Debrand есть достаточно подробные видеогайды для каждого из их устройств, для которого они производят наклейки, и с ними, конечно, уже все намного проще. Если говорить про телефоны, то самое сложное это нанесение наклейки на закругленные углы. Ее нужно разогревать феном, вот так вот ее тянуть аккуратненько. И если ты опять же что-то сделаешь не так, то вся работа пойдет на смарку. Не говоря уже про AirPods, здесь они полностью состоят из закруглений, и клеить было офигительно сложно. И когда я покупал наклейку на MacBook, то думал, что да, наверное, это будет вообще проще некуда, что там плоская поверхность, взял, наклеил, и в принципе ничего сложного. Но оказалось, что не все так просто, и самая большая проблема заключается в отступах. Скорее всего, они их сделали из-за того, чтобы наклейка ни за что не цеплялась, если бы она плотно прилегала к самому краю. А из-за того, что ноутбук достаточно большой, и у тебя зрение не охватывает всю площадь, было вот как раз таки сложно соблюсти баланс между этими отступами. Приложил наклейку, смотришь, что вроде бы все одинаково, но потом начинаешь проглаживать, и оказывается, что с одной стороны у тебя слишком широкий отступ, с другой мелкий отступ, и надо делать все заново. Ее отрываешь, и вот так вот ты сидишь полчаса, пока не добьешься идеального баланса. Блин, было достаточно сложно это сделать. Но вот что касается дна ноутбука, то там, конечно, все было намного проще. Что по поводу впечатлений? Давайте, конечно же, начнем с тачпада, потому что это самое интересное. Меняет ли он как-то взаимодействие с ним? Потому что оригинальный тачпад-то стеклянный, это резина, и вот есть ли какая-то разница? Во-первых, из-за того, что это резина или ну что-то типа того, то сухой палец скользит нормально, а вот влажный уже намного сложнее. Также, если быстро и много делать движений на небольшом участке, то резина нагревается, и у тебя палец просто начинает немножко так вот скрипеть, что опять же создает дискомфорт. А вот что касается щипков на трекпаде, например, для того же удаления и приближения, то их делать вообще максимально некомфортно, потому что ты их делаешь какими-то определенными частями пальца, которые просто у тебя скрипят по этой резине, и ну, вообще неудобно. И в самый первый день, когда я нанес наклейку на тачпад, мне просто плевался, хотелось ее сразу снять, я понял, что это, конечно же, просто ошибка, не нужно было этого делать. Тем не менее, я решил немножко подождать, и вот когда я проснулся на следующий день, начал пользоваться, думаю, ну, знаете, вроде бы не все так плохо, тем не менее, я понимаю, что да, это, конечно же, не тот опыт, нежели чем со стеклом, и я ее, ну, просто сниму, потому что не хочется как-то портить свое взаимодействие с ноутбуком, а это очень важно. Хотя смотрится она, как по мне, очень прикольно, делает внешний вид, ну, реально немножко разнообразнее и интереснее, потому что спереди, ну, мало чего интересного, кроме самого дисплея.
Что касается верха и низа. Первое, это, конечно же, наклейка помогает защищать ноутбук от царапин. Второе, когда MacBook охлаждается, особенно когда у тебя рядом открыта форточка зимой, то он становится настолько холодным, что железо даже немножко обжигает, особенно если вот прям очень холодно в комнате. А вот наклейка остужается не так сильно, и брать его в руки, ну, немножко приятнее. Хоть это и небольшой, но все равно плюс, как я считаю. Что касается надежности, то все сидит максимально крепко. Например, если посмотрите на тот же iPhone, которым я пользуюсь уже, ну, наверное, практически полгода с этой наклейкой, каждый день, она просто выглядит офигенно, нигде ничего не оторвалось, не порезалось, не отклеилось, все очень хорошо. Ну и, конечно, MacBook, когда он лежит на столе с подобной наклейкой, выглядит просто огненно. Хотя я показывал его нескольким друзьям, и они признались, что им, скорее всего, нравится более классический вид MacBook, но, в общем, видите, дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. И вот сейчас пару слов о том, стоит ли оно того, наклейка на MacBook, либо же на любой другой ноутбук от другой компании, ну, если вы найдете ее на сайте D-бренда. Смотрите, почему я считаю, что наклейка это очень крутая штука именно для телефонов. Во-первых, это большая защита от царапин, особенно если они стеклянные. Мы их носим каждый день в карманах, можем куда-то неаккуратненько положить. В принципе, много чего может случаться за пределами дома, и поэтому наклейка очень хорошо помогает от царапин. Второе, наклейка очень сильно помогает держать телефон в руках, чтобы он тебе не выскользил. Это не стекло, где у тебя руки становятся влажными и все, он у тебя просто как мыло вылетает из рук. Но и не металл, хотя там чуть-чуть получше ситуация, как по мне, все равно, опять же, он достаточно хорошо вылетает из рук, ну, по моему опыту. С наклейкой же все намного проще, он у тебя крепко лежит в руках и никуда не выпадает. Ну и третье, конечно же, это индивидуальность 24/7, потому что мы ходим с телефоном на улице, в общественных местах. Сейчас телефоны у всех вообще в принципе одинаковые, у всех камера в левом верхнем углу, вертикально, либо сейчас они будут, скорее всего, квадратные. У всех стекло спереди и сзади, цвета плюс-минус одинаковые. А вот наклейки помогают по-настоящему сделать телефон своим, индивидуальным, и у меня реально под обзором iPhone 11 очень многие спрашивают, что это такое, и людям интересно, чтобы их устройство как-то отличалось от других, потому что если мы будем все одинаковыми, ну тогда в чем прикол? А вот что касается ноутбука, то вся магия пропадает, когда ты открываешь крышку. Ну ты просто не видишь эту наклейку, хотя можно сказать то же самое с телефоном, где ты постоянно смотришь на экран. Тем не менее, там устройство намного меньше, ты его можешь крутить как-то в руках, и все равно постоянно видишь эту наклейку перед глазами. А с ноутом, когда ты за ним работаешь, ну ты просто не замечаешь этой наклейки, и вот в чем ее прикол, в этом плане вообще непонятно. Разве что, когда он у тебя лежит на столе и радует глаз, если ты проходишь мимо, ну типа того. Поэтому такой вердикт. Для телефонов наклейки это топ. А для ноутбуков, ну вот серьезно, только если покупать по приколу, например, как это сделал я, ну мне просто было интересно уже, знаете, ради коллекции. Есть телефон, есть наушники, и ноутбук тоже хотелось, чтобы был, наверное, с наклейкой, как-то было бы прикольно. Но если бы у меня не было подобных наклеек на других устройствах, то я, наверное, бы пожалел о том, что я ее купил. Я и часто, в принципе, знаете, не очень доволен. Ну да, круто, что она есть, но не доставляет такой радости, как, например, та же наклейка на айфоне. Поэтому, если вы хотели себе купить подобную наклейку на ваш ноутбук, то реально подумайте, нужно оно вам это или нет. Ну, разве что вы очень часто ходите в кафе и реально хотите как-то попонтоваться перед другими людьми, больше для прикола для этого не вижу. Как обычно, огромное спасибо, друзья, что досмотрели данное видео до конца. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.